Всем привет! Вы на канале Вернита Вязание. Весна у нас в самом разгаре, и поэтому я решила сделать мастер-класс по ажурным носочкам из хлопка. Вот такой красивый ажурный узор на носках. Вязала я из пряжи Газал Baby Cotton, 50 граммах 165 метров. Состав пряжи 60% хлопка, 40% акрила. Пряжа тактильно мягкая, приятная. Также для вязания нам понадобятся спицы 2 мм чулочные, 20 сантиметров. Один носочек у меня уже связан, с вами будем вязать второй. Приступим к вязанию. На чулочные спицы набираем 64 петли, плюс 1 для замыкания в круг, и распределяем по 4 спицам по 16 петель. Набирать можно любым способом, я покажу свой. Отматываем такой достаточно длинный конец, берем 2 спицы и набираем. У меня сразу 2 петли тут получается, я набираю 16 петель. 3, 4, 5. Все, набрала 16 петель. Берем другие 2 спицы, вот так подставляем и еще набираем 16 петель. Вот еще набрали 16 петель. Теперь вот эту спицу мы вытаскиваем и отсюда вытаскиваем. Подставляем и на третью спицу также набираем 16 петель. И потом еще на одну спицу 17 петель мы наберем. Я набрала в общей сложности 65 петель по 16 на 3 спицах, и здесь 17. Здесь сделала узелок, ниточкой связала. И сейчас мы соединим вязание в круг. Петельку с левой спицы мы снимаем и протягиваем ее через петлю на правой спице. Снимаем ее и возвращаем на левую спицу. Так мы соединили вязание в круг, и у нас в общей сложности осталось 64 петли. Далее будем вязать по кругу резинку 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. Лицевые я буду вязать скрещенные, то есть за заднюю стенку. 2 лицевые провязываем, 2 изнаночные. Снова 2 лицевые за заднюю стенку. Две изнаночные. И продолжаем вязать по кругу резинку. Нужно связать 3 сантиметра. Также можно резинку вязать не 2 на 2, а 1 на 1. Это уже на ваше усмотрение, здесь строгих правил нет, как вам нравится, так и вы можете связать. Также и по высоте резинки, то есть можно сделать ее поменьше, там 2 сантиметра, можно побольше. Это уже на ваше усмотрение. Делайте так, как вам больше нравится. После того, как свяжете резинку, приступим сразу к вывязыванию пятки. Для этого нужно вязание разделить на 2 части. На перед у нас пойдет 31 петля, на пятку 33 петли. То есть мы вяжем пятку на первой и на второй спице. Из третьей спицы возьмем еще одну петлю. Пятку будем вязать следующим образом. Первую мы провязываем лицевой, вторую мы снимаем как лицевую. Ее не провязываем, просто снимаем. Следующую провязываем лицевой, далее снимаем. И так чередуем. Провязываем, снимаем, провязываем, снимаем. Итак, у нас на спице должно набраться 33 петли. Итак, я провязала 32 петли, и еще одну нам нужно взять с третьей спицы. Это будет кромочная, ее провязываю я лицевой.
Все, вот мы набрали петли для пятки. Далее поворачиваем вязание на изнаночную сторону. И в изнаночных рядах будем всегда вязать изнаночными. Первую кромочную мы снимаем и далее провязываем изнаночными до конца ряда. Далее снова поворачиваем вязание на лицевую сторону. И вяжем так же, как и первый ряд. Только первый теперь мы снимаем, кромочная она у нас идет, она просто снимается. Далее у нас идет, мы снимаем петлю, потом провязываем. Снимаем, провязываем. Снимаем, провязываем. И так до конца ряда. И нам нужно провязать таких 32 ряда. Закончить изнаночным рядом. После того, как свяжете 32 ряда задней части пятки, вязание нужно будет поделить на 3 части. 13 петель с одной и с другой стороны и посередине 7 петель. Я вот здесь вот повесила специально маркеры. И далее будем вывязывать пятку. Итак, нить у нас справа находится. Вяжем лицевой ряд. Первую кромочную мы снимаем и провязываем петли первой части и средней части 6 петель нужно провязать. Просто лицевыми вяжем. Провязали первую часть, переходим на среднюю, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Седьмую петлю и первую петлю третьей части мы провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И следующую просто лицевую. В этом месте поворачиваем вязание на изнаночную сторону. В изнаночной стороне вяжем изнаночными. Первую мы снимаем и провязываем 6 петель изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Последнюю седьмую и первую петлю вот этой части крайней мы провязываем 2 вместе изнаночной и еще одну изнаночную и поворачиваем вязание на лицевую сторону. Повернули. Первую мы снимаем и дальше вяжем петли средней части лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 7. И где промежуток, вот у нас он образовался такой, мы провязываем последнюю петлю с первой петлей крайней части. Опять 2 вместе лицевой за задней стенки. И еще одну лицевую. Снова поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую мы снимаем и дальше вяжем изнаночными до того места, где у нас промежуток между петлями будет. Вот мы дошли до промежутка, его тут заметно. И последнюю петлю средней части и первую петлю крайней части мы провязываем 2 вместе изнаночные. И еще раз 1 изнаночная. Поворачиваем вязание на лицевую сторону. Первую мы снимаем. И дальше продолжаем вязать лицевыми петли средней части. Я уже не считаю, потому что уже визуально видно, где нам делать убавки. То есть вот мы снова дошли до промежутка, его здесь видно, и провязываем вот эти 2 петли вместе за заднюю стенку.
И еще плюс 1 лицевая. Вот так у нас постепенно вывязывается пятка. Принцип вывязывания, я думаю, вам понятен, он повторяется. И пятку нужно вязать до тех пор, пока вот эти крайние петли все не сократятся, не уйдут в среднюю часть. Вот я довязала пятку до конца. Вот такая она получилась. На спице осталось у меня 19 петель. Закончила я изнаночным рядом. Нитка у меня справа. Далее мы провязываем следующий ряд просто лицевыми. Далее по боковой части нам нужно поднять 16 петель. Вот сюда в кромочной вставляем спицу и вытаскиваем петельку. 1, 2, то есть вот так вот с этой стороны сверху покажу вам. 3, 4, 5, 6. Последняя, 16. Вот, подняли 16 петель. Далее на передней части носка будем вывязывать с вами узор. Раппорт узора состоит из 31 петли. Как раз эти петли мы оставляли на переднюю часть с вами. Высоту 15 рядов. Я буду провязывать порядно с вами этот узор. И также прикреплю схему узора с описанием. Если вам удобно, можно вязать по схеме. Тем, кто не разбирается в схемах, будете смотреть дальше мой мастер-класс по этапному ввязыванию узора. Вяжем первый ряд. 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее 2 вместе лицевой за передней стенки с наклоном вправо. И еще раз 2 вместе лицевой за передней стенки с наклоном вправо. Далее идет накид. От себя вот я накидываю. Далее лицевая. Снова накид. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой уже за задней стенки с наклоном влево. 2 вместе лицевой за задней стенки с наклоном влево. Лицевая. Изнаночная. Три лицевые. 1, 2. Тут можно так провязать пока, потому что это изнаночная. 3 лицевые. 2 вместе лицевой за передней стенки с наклоном вправо. 2 вместе лицевой за передней стенки с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая. И накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево за задние стенки. 2 вместе лицевой с наклоном влево за задние стенки. И последняя лицевая. Вот мы провязали первый ряд. После переходим на боковую часть пятки. И также по этой стороне нам нужно поднять 16 петель. Вставляем вот где кромочные у нас. И вытаскиваем петельку. 1, 2.
последняя 16. Все, вот мы подняли 16 петель. Дальше переходим на середину пяточки и провязываем ее просто лицевыми. И далее переходим на боковую часть. Здесь также мы провязываем лицевыми, не доходя двух последних петель. Я дошла до двух последних петель. Их нужно провязать 2 вместе за переднюю стенку. Таким образом мы будем делать убавки по бокам. Убавлять в каждом ряду будем, провязывая 2 вместе с одной стороны. И с другой стороны покажу тоже, как убавлять. Убавлять нужно до тех пор, пока на задней части у нас не останется 32 петли. Я потом перейду на 2 спицы. С одной стороны, на одной спице у меня будет 16 петель, и на другой 16 петель. Второй ряд узора. Второй ряд и все четные ряды вяжутся по узору. То есть, если у нас идет лицевая, мы ее провязываем лицевой. То есть вот 3 лицевых первых у нас было, мы 3 лицевые провязываем. Где 2 вместе лицевой был провязан, также лицевой провязываем. Накид провязываем лицевой. То есть и так вот вяжем, как у нас идут петли. Вот мы дошли до изнаночной, в середине она у нас, мы ее провязываем изнаночной. И так вот провязываем все четные ряды. Вот мы провязали второй ряд. Далее переходим на боковую часть. И как с той стороны мы будем делать убавки. Только убавка будет 2 вместе за заднюю стенку. Вот так. И далее провязываем все лицевыми. То есть получается, с правой стороны убавка будет за передние стенки, 2 вместе мы провязываем, с левой стороны 2 вместе за задние стенки, пока у нас не останется 32 петли. Третий ряд. 2 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за задние стенки, изнаночная, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за задние стенки. Четвертый ряд вяжется по узору. Пятый ряд. 1 лицевая, 2 вместе за передние стенки, 2 вместе за передние стенки, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за задние стенки, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, лицевая, 2 вместе за передние стенки, 2 вместе за передние стенки, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе за задние стенки,
2 вместе за задние стенки, 3 лицевые, 1, 2, 3. Снова по бокам делаем убавки. 6-й ряд провязываем по узору. 7-й ряд 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за задние стенки и 2 лицевые, 1, 2, изнаночная, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 вместе лицевой за передние стенки, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 лицевые, 1, 2. Обратите внимание, когда мы ввязываем раппорт до изнаночной петли, после изнаночной этот же раппорт, он повторяется. Поэтому, чтобы не занимать много времени в мастер-классе, я вам буду описывать один раппорт до изнаночной петли, и после изнаночной вы его точно так же провязываете. То есть тут одинаковые петли вывязываются. Далее 8-й ряд мы вяжем также по узору. 9-й ряд 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой за передние стенки с наклоном вправо, 2 вместе лицевой за передние стенки с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за задние стенки, лицевая, изнаночная. Далее повторяем этот раппорт на второй части узора. 11 ряд. Доходя до 11 ряда, я сделала последние убавки с боков, и на спицах у меня осталось по 16 петель. То есть с одной стороны 16 и с другой стороны. Вот так выглядят эти убавки. С одной и с другой. У вас может быть другое количество петель. Вы смотрите по своему объему. Если вам 16 это тесновато, то можно оставить 17 петель, то есть сделать поменьше убавок. Если наоборот у вас как бы свободна нога, то можно еще даже сделать по одной убавке и останется по 15 петель. То есть вы смотрите сами. Итак, вяжем 11 ряд узора. 2 лицевые. Первые идут у нас. 1, 2, 2 вместе с наклоном вправо за переднюю стенку, 2 вместе с наклоном вправо. Дальше накид, лицевая, накид и 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид, 2 вместе за заднюю стенку, 2 вместе за задние стенки и изнаночная. Далее повторяем так на второй стороне. 13 ряд. Первая лицевая идет, 2 вместе за передние стенки, 2 вместе за передние стенки, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе за задние стенки с наклоном влево, 2 вместе за задние стенки и 3 лицевые. 1, 2, 3. В середине изнаночная.
Повторяем на второй спице. 15 ряд. 2 вместе лицевой за переднюю стенку, 2 вместе лицевой за переднюю стенку, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки, 2 вместе лицевой за задние стенки и 2 лицевые, 1, 2 и посередине изнаночная. Повторяем на второй спице. 16 ряд вяжем по узору, и после 16 ряда продолжаем вывязывать узор, начиная все с первого ряда. То есть повторяем раппорт с 1 по 16 ряд, вывязывая носочек на нужную вам длину, примерно до мизинца. Итак, я провязала 3 раппорта узора. От резинки до спицы это 14 сантиметров. У вас может быть другие значения, смотря на какой размер вы вяжете. Я примерно на размер 37-38. Далее будем вывязывать мысок. Делим вязание пополам и будем делать убавки с двух сторон. С лицевой стороны носка и с задней части носка. Убавки будем делать сначала через ряд. И потом, после 7 ряда, уже в каждом ряду будем делать убавки. Сейчас вам все покажу. Итак, первый ряд мыска. Мысок уже будем вязать просто лицевыми, то есть узор вывязывать уже не будем. Первая петля у нас будет всегда просто лицевая. И далее здесь будем делать убавки. С правой стороны 2 вместе лицевой за задние стенки мы провязываем. У нас формируется наклон влево. И далее просто вяжем лицевыми все петли на первой спице. Переходим на вторую спицу и также вяжем лицевыми все петли, не доходя 3 последних петель. Вот остались у нас тут 3 петли. Провязываем теперь 2 вместе лицевой за переднюю стенку и формируется наклон вправо у нас. И последняя будет лицевая. Переворачиваем вязание на третью спицу, на заднюю часть. И точно так же первую петлю провязываем мы лицевой, далее 2 вместе за задние стенки. Формируется наклон влево. Далее вяжем все лицевые. Переходим на 4 спицу, провязываем петли лицевыми, не довязывая 3 последних. Три петли осталось у нас, провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки. Формируется наклон вправо. Следующая лицевая. Вот мы сделали первый ряд убавок. Второй ряд просто провязываем лицевыми. Третий ряд вяжем как первый, то есть делаем убавки по такой же схеме. И далее продолжаем в четных рядах просто провязывать лицевыми, в нечетных делать убавки до 7 ряда. После 7 ряда, то есть 8, 9 и так далее, уже вяжутся убавки в каждом ряду. То есть уже и в четных рядах, и в нечетных мы будем делать убавки по такой схеме, как в первом ряду. Убавки будем делать до тех пор, пока на спицах у нас не останется примерно 18-20 петель, смотря какой мысок вы хотите себе сделать. Если более узкие, то оставьте поменьше петель. Если пошире хотите мысок сделать, то можно побольше петель оставить. Я довязала мысок, у меня вышло 15 рядов. На спицах осталось 19 петель, 9 с одной стороны, 10 с другой стороны. Так как у нас вот на передней части на одну петельку было меньше, чем сзади.
Теперь я покажу вам интересный способ и очень простой закрыть петель при помощи иголки. Нужно петли переснять на 2 спицы для удобства, отрезать ниточку достаточно вот длинную и пополам вот так вот сложить ее, чтобы в 2 было. И сейчас покажу, как вставляем мы иголку. То есть мы вставляем сначала в ближнюю спицу первую петлю и вот так протягиваем и снимаем. Потом во вторую вставляем иголочку, протягиваем и петлю эту снимаем. Сняли. Вот этот кончик должен здесь вот оставаться у нас. То есть вот мы подтянем сейчас, чтобы он здесь вот остался от нитки. И снова переходим на ближнюю спицу, снимаем, протягиваем. На дальнюю спицу снимаем и подтягиваем. И так чередуем. С одной снимаем и с другой снимаем. С одной уже все петельки сняли. Остаются 2, их прям просто 2 мы вместе. И подтягиваем. Стягиваем. Вот так у нас собрались петельки в носке. И вот такое закрытие получается. Теперь нужно будет отрезать нитку. При помощи крючка спрятать ниточки вовнутрь. Сейчас мы... Здесь сделаем узелочек. И при помощи крючка спрячем эти ниточки. Одну в одну сторону, потому что толстую я сейчас спрячу по одной. Вот. В петельки прячем эти хвостики. Здесь можно уже нитку отвести. И также убираем второй хвостик с другой стороны. И вот эту часть хвостика тоже мы ее вовнутрь уберем. Так, вывели также вовнутрь. И тоже прячем его. Петельки. Здесь можно уже отрезать.
Вот такой мысок у нас получился. Это достаточно быстрый и простой способ закрытия. Можно закрывать и другим способом. Если хотите другим способом, у меня есть другие мастер-классы по носкам, и там я закрываю мысок по-другому. Можно там посмотреть. Либо вот воспользоваться таким способом, более простым. Вот такой красивый ажурный хлопковый носок у нас получился. Второй вяжется аналогично. Вяжите для себя, своих близких с удовольствием.